Так и он, король вечернего эфира. Встречайте, Элли Йохимович и Сара Голдман. Сара Ойвей начинала юной ассистенткой с мечтой, а теперь превратилась в корреспондентку, чья любовь к ведущему сильнее любого пажа. Даже усики отрастила. Так и он говорит о новостях. А она, Ойвей, о чувствах. Вечернее шоу Йохимович так и спрашивает там, где серьезное превращается в комедию. Мафия в Израиле. Что происходит сегодня? Она отошла на второй план, если не на 10-й. Узнаем, кто в Израиле, однако, дергает за ниточки и по сей день. Добрый вечер, Йохимович спрашивает. Сегодня у нас тема, которая звучит как кино, но это наша реальность. Мафиозные разборки в Израиле. Гранаты во дворах, подрывы автомобилей на шоссе, стрельба среди жилых кварталов. Это не боевик, это реальность. Недавно в Ашдоде, в жилом квартале, разорвалась граната. Полиция связывает это с конфликтом между группировками. В итоге пострадали случайные прохожие. Граната давно стала как фейерверк, никогда не знаешь, чей праздник она испортит. В Герцлии за месяц 3 взрыва. 1 человек тяжело ранен. Полиция говорит, это криминальные разборки. Город позиционирует себя как город стартапов, но реальность такая, что единственный экспорт здесь это взрывные технологии. На месте событий с нами наша корреспондентка Сара Голдман. Сара, вы нас слышите? Да, или связь нестабильна, шум стоит жуткий, будто выстрелы. Хотя, наверное, это кофемашина. Вау! Но громче всего здесь мое сердце. Когда оно стучит в такт вашему имени. Эли, 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 Эли. Спасибо, Сара. Вероятно, пена на вашем капучино спадет быстрее, чем криминальная волна. За последний год полиция арестовала десятки подозреваемых в вымогательстве у бизнеса. Заплати и будешь работать спокойно. Рэкет, как коммунальные платежи. Только за свет платишь раз в пару месяцев, а за крышу раз в неделю. И об этой реальности мы сегодня поговорим подробнее с нашим экспертом. Давайте познакомимся. Наш сегодняшний гость, который знает о жесткой дисциплине и устройстве мафиозного мира не понаслышке. Ему самому приходится уверенной рукой направлять и дергать за ниточки пару десятков своих верных сорвиголов, как Дон Карабас-Барабас. Сегодня у нас в гостях Руслан Вольфсон. Человек-театр, человек-мафия, человек, который может одинаково уверенно поставить колобка и налоговую аферу так, что зритель обязательно поверит в происходящее на сцене. Он актер, режиссер, сценарист, продюсер и, судя по почерку, еще и бухгалтер собственного невинного синдиката под вывеской «Театр Вольфсонов». На его сцене оживают куклы, мультимедиа и сами зрители. То есть вы приходите на спектакль, думаете, что вы зритель, а уходите уже как соавтор схемы. Театр этот семейный, как итальянская пиццерия в Нью-Джерси. Традиции хранит не крестный отец, а ежик Боря, главный инфлюенсер и духовный лидер. Здравствуй, Руслан. Готов ответить на мои пару вопросов? Да, здравствуй, Элли. Руслан, ты человек-театр, у нас тут мафия, коррупция, убийство. В принципе, это готовый спектакль. Какой жанр подходит тебе? Трагедия, фарс? Ну, это интересный вопрос. Смотри, вот ты перечислил главные составляющие, да, это спектакля. То есть это главный герой, это мафия, это предлагаемые обстоятельства, коррупция, ну и ключевые события — это убийство. Но для создания спектакля, конечно, этого мало, да, то есть нам нужна будет пьеса, нам нужны будут режиссеры, актеры, хореографы, постановщики разные, да, то есть много чего для того, чтобы сделать полноценный настоящий спектакль. Ну и если я бы делал такой спектакль, естественно, я бы его сделал в жанре, наверное, какого-нибудь легкого водевиля.
Ну, или театр абсурда. Твой театр принадлежит тебе, это красивый бизнес. Но расскажи по-простому, это прибыльный бизнес или ты пока еще должен куклам зарплату? Давай так, я тебе скажу по секрету, что на самом-то деле самый убыточный бизнес это как раз театр кукол. Да? Почему? Потому что, ну вот как в Израиле, человеку мы платим зарплату, исходя из как бы системы нормы час, да, то есть там, минималка сколько сейчас, 34-35 шекелей в час, а в театре кукол, поскольку кукла сама по себе это, ну, такое существо, которое не может долго находиться на сцене, потому что, ну, мы не можем там час-два смотреть на то, как кукла говорит, поэтому кукла появляется на время. Пришла, ушла, пришла, ушла. И, соответственно, у нее считается зарплата не в часах, а в секундах. Вот, 35 шекелей в секунду. Вот, поэтому, естественно, все основные деньги уходят на зарплату куклам, а зарплаты не хватает, поэтому, конечно же, то есть я всегда должен своим куклам энную сумму. Ходят слухи, у тебя интерактив. Зрители влияют на историю. А если зритель решит, что он теперь продюсер, ты отдашь ему половину кассы? Да, ты знаешь, конечно же, зрители даже не в интерактивном спектакле всегда влияют на историю, но в моем случае они очень сильно влияют не только на историю, но и на сам театр, потому что если зрители не покупают билеты и не ходят в театр, театр, собственно говоря, перестает существовать. Вот, поэтому мне бы очень хотелось, чтобы мои зрители, некоторые из них, особенно побогаче, взяли на себя роль продюсеров. Вот, потому что если у тебя в театре очень хороший продюсер, знаешь, с ним и неплохо, в принципе, поделиться полкассы. Даже, может, и больше. Твои куклы классические, и мультимедиа, и проекции, это дорого стоит. Ну а кто тебе поставляет оборудование? Мы можем проверить, может, они уже должны мафии. Смотри, не надо ни с кем говорить, ничего выяснять, я все сам скажу, явки и пароли. В общем, я работаю с мусорной мафией. Да, как это происходит. Все свои, так сказать, вот эти проекторы, телевизоры, ноутбуки я нахожу просто на помойках. Вот. Это очень удобно. Здесь в Израиле принято так, если у тебя там клавиша заела, да, или телевизор, ты вставил вдруг в нерабочую розетку, ты подумал, что все, телевизор не работает, его выкидывают на помойку. Вот, поэтому все у меня, я, так сказать, сотрудничаю с мусорной мафией и ни копейки не вкладываю в свои декорации и в свои мультимедийные, как ты говоришь, проекты. Ты называешь себя человек-театр. Хорошо. А сколько стоит крыша для такого театра? Мафия как раз предлагает выгодные условия. Слушай, если честно, крыша театру вообще в Израиле практически не нужна, потому что мало выпадает осадков, и самое главное, чтобы у тебя был тенек. В принципе, ты можешь на улице играть, да, тенек и прохладно. Какой-нибудь уличный кондиционер, где-нибудь под козырьком, спокойно можно содержать театр без всякой крыши. Ну а если ты серьезно говоришь по поводу ребят, которые, так сказать, помогают твоему бизнесу не пропасть, ты знаешь, мне не страшно, я не боюсь. Я даже думаю, что может сделать мне мафия кукольному театру? Во-первых, я сам себе крыша, да, у Карабаса-Барабаса какая может быть крыша? Только сам Карабас-Барабас, да. Вот. И если даже мафия придет, что максимум она может сделать, оторвать бошки моим куклам. А это даже очень удобно, потому что, кукла получается трансформер, да, то есть снимаем голову, тело, вместе соединяем, мало места, получается, упаковываем в чемоданчик и путешествуем по миру. Это очень удобно. Поэтому welcome, милости просим ко мне на разборке кукол. Зрители у тебя дети. Дети шумные, все портят. Может, поговорить с ними? За отдельную плату, конечно, чтобы сидели тихо.
Да, можно поговорить с ними, конечно, но на моих спектаклях, как правило, дети не всегда себя шумно ведут. По большей части они сидят внимательно и слушают историю. И со стороны, если ты вот зайдешь на спектакль, тебе может даже показаться, что что-то убийство какое-то произошло, да, опять-таки криминал, все сидят тихо, затаив дыхание, и ты не понимаешь, то ли им интересно, то ли они перепуганы, ну, короче, гробовая тишина такая стоит. Вот. И для того, чтобы, ну вот, люди со стороны думали, что все весело, прикольно и классно, я им немножко даю денег, подкупаю их, чтобы они себя хорошо так вели, прыгали, руками махали, кричали, создавали ощущение радости. Вот. То есть я сам им доплачиваю. Ну, такой вот классный театр у меня. Твои спектакли по классическим сказкам. Ну а права на Колобка у кого? Если никто не оформлял, может оформить за тебя на имя одного из кланов? Спокойно какие-то кланы могут взять авторские права на себя и ну, получать, так сказать, роялти или как-то по-другому, ну, отчисление, какой-то процент от проката спектаклей. Но сначала нужно подумать, потому что если ты делаешь какие-то вот что-то, так сказать, патентуешь, да, или накладываешь на свое там произведение авторские права, ты каждый год должен вносить денежку, чтобы эти права подтверждались. Вот. Поэтому здесь нужно подумать. Иногда бывает, что вот эти взносы, они гораздо выше, чем деньги, которые ты получаешь с проката спектакля. Поэтому я бы здесь хорошенько бы подумал, стоит ли этим заниматься. Ты учился и на актера, и на менеджера. Значит, умеешь считать деньги. Отлично. Тогда сразу скажи, сколько можешь дать, чтобы тебе еще хватило на светодекорации? Да, ты совершенно прав. У меня есть как и театральное образование, так и экономическое. И я очень хорошо умею считать деньги. Что могу здесь сказать? В принципе, можно забирать все, что есть. Мне не жалко. Ты знаешь, для театр может существовать вообще без реквизита, без костюмов, без кукол. Главное, чтобы зритель был. Вот. Например, есть такой жанр в театре, называется сторителлинг. Ну, это когда ты выходишь, просто историю рассказываешь. Собственно говоря, тебе, кроме микрофона, если это большой зал, тебе, собственно, ничего больше и не надо. Вот. Поэтому пусть забирает, не жалко. Ты играешь в куклы с 2003 года. Уважуха. Но пора уже делиться, иначе твои куклы могут внезапно потерять голову в прямом смысле. Понятно, да, намек. Ладно, там голову потерять. У меня случай был в жизни, когда театр кукол потерял. Да, мы поехали на гастроли в Казахстан, вот, и куклы потерялись, они как бы отдельно поехали от людей. Такое бывает, да. Куклы отдельно, люди отдельно, вот. В планах экономии. Мы самолетом, а куклы на автобусе ехали, то ли заблудились, то ли что, не знаю, может опять мафия какая-то, криминал, убийство, может коррупция. В общем, застряли на таможне, и мы жили в гостинице дополнительно, плюс еще одну неделю. Ждали, когда куклы приедут, то есть спектакль перенесли, мы отдыхали, вот, и очень прекрасно проводили время. Поэтому меня не запугать такими вещами, как внезапно что-то может произойти с куклами. Иногда это даже плюс для театра. Твои спектакли шли и в Эстонии, и в России. А если мы позвоним твоим бывшим работодателям, они подтвердят, что ты всегда платил вовремя? Слушай, я хотел даже сам попросить вас позвонить моим работодателям, вот, потому что есть работодатели, это же они дают работу, то есть это не я им должен, а они мне должны какие-то деньги, надо там проверить, все пересчитать, нанять адвоката, чтобы посмотрели, может быть, есть какие-то моменты, что они мне как раз задолжали, вот, поэтому я буду очень рад, если вы позвоните, я даже готов с вами поделиться процентом, если мы вдруг там найдем какие-то недосдачи, скажем так. Театр Вальдсонов – семейный бизнес. Респект. Но в каждой семье должен быть старший. Согласен? Ну да, ты совершенно прав. Театр Вальдсонов – это семейный, в кавычках, бизнес, но семейный, да, семейный театр, семейный бизнес.
который переходит по наследству. Вот. И, конечно же, у нас есть самый старший, который, так сказать, хранит наши традиции и вообще как бы, ну, подсказывает, что нам ставить дальше, что нам делать. Вот. Это знаменитый ежик Боря. Самый знаменитый, влиятельный ежик, кукла-ежик в ТикТоке, в Ютубе, в Инстаграме, во всех соцсетях. Он, кстати, здесь все это время сидел под столом и ждал своего выхода. Давай ему похлопаем, и он появится. Интересно, что хочет сказать ваш старший. О! Привет, друзья! Это ежик Боря. Да, самый главный старейшина, как сказал Руслан, театра Вальдсонов. Да, я вас тут послушал и, короче, пользуясь случаем, и хочу попросить у тех зрителей, у кого, может, есть там, короче, как бы связи с итальянской мафией, нам нужна помощь. Просто мы хотим поставить спектакль про Лабобу, вот, и нам нужен выход на сицилийскую мафию. Если у кого-то что есть, помогите, напишите нам, зайдите на канал, подпишитесь, поставьте лайк и дайте о себе знать. Вот. Кстати, по поводу крыши. У нас дом-то крыша протекла, надо бы ей заняться. Так что давайте заканчивать свою болтологию и скорее домой. Да, ежик, спасибо. Давай, беги, разбирайся там с крышей. Пока, Дон Борис. Пока. Спасибо тебе, Руслан, за подробный разбор и анализ темы нашей сегодняшней программы. Спасибо за интервью, Элли. Ну а мы скоро увидимся в новой программе и продолжим разбор актуальных тем с нашими новыми экспертами. Подписывайтесь, ставьте лайки. Yeah!